Привет, друзья! Если вы задумывались о покупке MacBook Air, но не знаете, какая модель подойдет именно вам, этот ролик для вас. Сегодня разберем, чем отличаются поколения 2022, 2024 и 2025 годов, для каких задач они подойдут, какой чип выбрать M2, M3 или M4 и почему стоит смотреть в сторону выгодного Air на M3, а не MacBook Pro, например. Будет интересно. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где скидки на технику до 50%. Поехали! MacBook Air — это симбиоз стиля, портативности и мощности. Модели 2022-2025 годов объединяет ДНК линейки. Тонкий алюминиевый корпус, вес всего 1,2 кг и автономность до 18 часов. Но в чем же их отличие? Чипы M2, M3 или M4? Что выбрать? Серия на M-процессорах Apple Silicon выпускается с 2020 года. Тогда и свершилась, не побоюсь этого слова, революция в быстродействии и тонкости, и легкости ноутбуков. M2 2022 года на 20% быстрее предшественника на M1. Идеален для офисных задач, учебы, монтажа, фото и легкого видео. M3 2024 года еще на 20% к скорости предыдущего процессора. С ним комфортнее работать многозадачности и редактировать 4К видео. В 2025 году вышел M4, новейший чип с 10-ядерным ЦПУ, на 20% шустрее M3, но GPU и нейронный движок похожи на M3. Пока что это топовая опция для тех, кто хочет максимум мощности в тонком корпусе. Но и стоит он пока дороже остальных, особенно когда все еще продается и есть в наличии MacBook Air на M3. Тем более обзавестись новинкой сейчас можно со скидкой в Canel Line. Адрес магазина вы видите на экране. Воспользуйтесь обязательно скидкой при покупке, введите промокод Canel 2025 или обзор в корзине и получите дополнительную скидку в 1%. Плюс подарки, кэшбэк и бонусы. Сегодняшний обзор построен вокруг модели M3, потому что на сегодня это золотая середина, MacBook цена-качество. То, что мы любим и уважаем. Тут все тот же 13,6 дюймовый дисплей Liquid Retina с тонкими рамками и челкой, яркость 500 нит, цвета сочные благодаря охвату P3. А еще 4 динамика с объемным звуком. Оцените сами, как звучит этот тонкий ноутбук во время прослушивания музыки. Начиная с M3 процессора появилась поддержка двух внешних мониторов при закрытой крышке ноутбука. Неочевидное, но для кого-то полезное обновление, имейте в виду. Также, начиная с MacBook Air на M3, в ноутбук устанавливают чип, выполненный по 3-нанометровой технологии. А это меньше нагрева, больше производительности и дольше работы на одном заряде. Кому подойдет MacBook Air? Не открою Америку, если скажу, что Air создан для мобильности. Ноутбук для тех, кто ценит легкость и тишину. Вот его главные плюсы. Нет вентиляторов, не услышите ни гула, ни свиста. Цена дешевле Pro моделей при схожих объемах памяти. Портативность. Даже 15-дюймовая модель весит всего 1,5 кг. По быстродействию модели на базовых M3 и M4 процессорах уже догнали своих старших профессиональных братьев на M1 Pro и M2 Pro. Но и без нюансов не обошлось. Всего два порта USB-C и нет активного охлаждения. Отсутствие активного охлаждения для кого-то плюс, для кого-то минус. Если вы монтируете 8К видео или запускаете тяжелые 3D рендеры, лучше смотрите в сторону MacBook Pro. Чем еще Air на M3 лучше Air на M2? Отмечу компьютерные игры, ведь здесь MacBook Air на M3 абсолютный чемпион. Да, закончились времена, когда фраза MacBook не для игр была актуальна. Закончились как раз таки примерно на процессорах M3. Он на порядок шустрее M2, он поддерживает аппаратную трассировку лучей, чтобы получить более живую картинку с реалистичным освещением, игрой теней и отражений. Предшественники на это не способны. Во время обзора вы сами видели, как на нем идут современные 3D игры. Второе — это скорость работы SSD. В случае выбора базовой версии отличие существенное. Дело в том, что MacBook Air в базе M2 с SSD на 256 использует единый чип NAND, тогда как
256-гигабайтный SSD на M3 — это два чипа NAND, работающих параллельно друг другу. Скорость работы увеличивается почти вдвое. Это даже заметно просто при работе, при серфинге и при работе с текстом. Лайфхак от Canary Line. Выбирайте 256 гигабайт. Это оптимально, если не собираетесь хранить тонны информации на своем ноутбуке. А архивные файлы всегда лучше хранить на внешнем SSD. Сэкономите десятки тысяч рублей, плюс дополнительная защита информации на отдельном носителе. И если хотите самый ходовой ноутбук на базовых 256 гигабайт, берите Air, только начиная с M3. А если много денег, то и на Pro модели можете посмотреть, но все-таки они больше подходят дизайнерам, архитекторам, инженерам, видеомонтажерам и так далее. То есть это совсем другая история. О MacBook Pro речь пойдет в других наших роликах. Напишите в комментариях, для каких задач вы бы выбрали MacBook Air. Обязательно поддержите лайком, если было интересно и узнали что-то новое. Подписывайтесь на канал, впереди будет больше обзоров и новостей. Пока-пока.